Здравствуйте! Сегодня приготовим американский яблочный пирог. США подарили миру не только гамбургеры и картофель фри, но и потрясающий apple pie. Особенность этого яблочного пирога в том, что он состоит из двух коржей, между которыми располагается толстый слой яблок, приправленных корицей. Ну что ж, приступим. Для начала нам необходимо просеять 450 грамм муки. Традиционно его готовят из слоеного теста, а специи, которые добавляют в начинку, придают ему головокружительный аромат. К муке мы добавим 30 грамм сахара, 2 грамма соли и 280 грамм холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Также мы добавляем ледяную воду, 115 мл очень холодной воды, и руками замешиваем тесто. Пожалуй, замесить тесто – это самое сложное приготовление этого пирога. Когда у нас формируется кусок теста, мы его разделим на две части, сформируем два шарика, каждый шарик укутаем в пищевую пленочку и эти два комочка отправим в холодильник отдохнуть на часик, а пока займемся начинкой. Американцы считают apple pie настолько своим, что непременно подают его на стол в один из самых почитаемых праздников – в День Благодарения. Для начинки нам необходим сок пол-лимона, яблоки, больше килограмма, где-то кило 200, кило 300. Яблоки необходимо очистить, вырезать сердцевинки и нарезать дольками. За право называться родиной этого десерта США соревнуются с Англией, Францией и Россией. В каждой из этих стран есть свои яблочные шедевры – тарты, штрудели, шарлотки. Все они прекрасные, но готовятся по-разному. Для начинки яблоки мы соединяем с лимонным соком, добавляем 115 грамм сахара, 1 чайную ложку корицы, 60 грамм муки и все хорошенько перемешиваем. Наша начинка готова. Достаем один комочек теста и будем его раскатывать. Толщина должна быть где-то 4-5 миллиметров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Тесто, которое мы раскатали в пласт толщиной 4-5 мм, мы укладываем на дно заранее подготовленной формы. У меня форма с невысокими бортами диаметром 28 см. Хорошенечко утрамбовываем. И необходимо обрезать лишнее тесто по краю. Достаем второй шарик теста. Его также раскатываем. Толщина точно такая же будет этого пласта, 4-5 мм. И мы разрежем его на длинные полосочки, для того, чтобы сверху красиво сформировать верхний слой. Считается, что рецепт оригинального пирога в 1620-е годы привезли в Северную Америку английские колонисты. В то время десерт готовили практически без добавления сахара и экономили на всем. Впоследствии рецепт трансформировался, а яблочный пирог стал одним из символов Америки. Закрываем пирог, украшая его сеточкой из теста. Делается это легко. Края необходимо защипить, лишнее обрезать. Сформируем волну. Вот что у нас получилось. Смешаем один желток и немного сливок, примерно чайная ложка. Верх пирога смажем. В отдельной посуде смешаем 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку корицы и получившейся смесью посыпем сверху пирог. Подготовим духовку, разогреем ее до 220 градусов. Наш пирог будет готовиться при этой температуре 20 минут. Далее мы температуру уменьшаем до 190 градусов и готовим еще 40-50 минут. Ну что, вот и готов наш apple pie. Этот пирог принято подавать на стол остывшим, дополняя его сливками, либо ванильным кремом или сливочным мороженым. Я решила попробовать его со сливочным мороженым. Сказать вкусно – это ничего не сказать. Обязательно нужно попробовать вам этот пирог. Делать его легко и просто. Кстати, если не хочется заморачиваться с тестом, то вполне можно взять обычное, готовое, слоеное тесто, купить его в магазине. И все. Фактически нужно сделать только начинку, раскатать один слой теста, положить начинку,
Сверху можно даже не тратить время на то, чтобы делать плетеночку, а уложить второй слой тоже теста. И получится все равно очень вкусно, но быстро. Ранее я готовила яблочные пироги, шарлотку, ирландский яблочный пирог, это apple pie. Каждый вкусный по-своему. Желаю вам вкусной жизни. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.